Близнецы, мои хорошие, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами посмотрим ваш таро-прогноз на 2025 год. Год зеленой деревянной змеи. Посмотрим, каковы энергии вас ожидают, какие события наиболее вероятно отыграются для вашего знака зодиака. Но прежде чем мы приступим, хочу вам напомнить. Под каждым из видео для вашего знака в первом закрепленном комментарии я оставляю полезные ссылки, которые для вас будут актуальны. То есть расклады на определенный период или без периода, но которые будут актуальны для вас. Допустим, психосоматика болезни или карма. Аналогично я там прикрепила расклад на 2024 год. Для чего? Вы можете посмотреть и проанализировать, какой из знаков с вами резонирует больше или актуальнее. Ну, из серии у вас Солнце в Близнецах, а асцендент может быть в Скорпионе там, или во Льве. И вы для себя смотрите, по какому из знаков для вас будет созвучна эта информация. Кто-то смотрит вообще по Луне, то есть мы анализируем с вами эти моменты. И позже я запишу расклад 12 задач года в год змеи, где мы с вами будем осматривать, что нужно проработать по каждому из 12 домов. То есть если текущий расклад прогностический, то последующий расклад он будет больше таким, знаете, как плановым. Что нужно сделать, что нужно успеть завершить, чтобы год прошел максимально продуктивно и плодотворно. Ну что ж, надеюсь, вы настроились на расклад, и с вами приступим. Итак, основная энергия года для знака зодиака Близнецы в сфере карьеры, бизнеса, работы и учебы. И здесь идет аркан Мир. Я сейчас его раскрою, дополню, но, как правило, эта карта символизирует о том, что у вас могут быть международные проекты или работа в международной компании. Для кого-то учеба или работа за рубежом, или стажировка, или выход в нишу интернет. То есть вы можете работать сами на себя, открывать свой сайт, свои блоги, свои каналы. Это будет приносить вам монетизацию и может стать вашим основным ведущим источником дохода. Так ли это? Давайте раскроем вопрос, раскроем эту информацию и оценим, чего же вам стоит ожидать. Король монет, двойка жезлов и аркан Иерофант. Все-таки, мои хорошие, здесь идет речь или о работе в международных компаниях, вузах, потому что здесь обучение, которое будет проплачивать организация. Плюс, если вы работаете в международной компании, опять же, вас могут отправить куда-то на дополнительную стажировку, где вы будете перенимать чей-то опыт. Если же вы, скажем так, работаете сами на себя, то двойка жезлов – это ситуация, которая будет сопряжена с несколькими моментами. Во-первых, вы можете кого-то чему-либо обучать и получать за это оплату. И эти же деньги, заработанные, инвестировать в прокачку своих навыков и знаний. Ситуация, конечно же, многогранная, и вы все абсолютно разные. Кто-то работает, кто-то не работает. Поэтому наша задача с вами сейчас раскрыть, оценить весь потенциал для каждого из вас, как проиграется эта связка карт. Но основной момент, смотрите, здесь уже как хорошие перспективы, стабильность, вариативность, то есть графика, условия работы. И действительно, аркан Жрец – это обретение того опыта, который принесет вам очень хороший заработок и монетизацию. Раскрываем ситуацию для тех. Смотрим в первую очередь тех, кто у нас сейчас не работает или по ряду причин работать не может. Восьмерка жезлов. Дно колоды тройка мечей. Это ситуация, когда вы разуверились или в поиске какой-то подработки или работы в найме. Поэтому восьмерка жезлов – это, знаете, как периодическая работа на самих себя. Она может быть как сезонной, так или, знаете, сдельная оплата труда. Ну, из серии вы делаете какой-то проект, объект, заказ и, так сказать, получаете разовую оплату. Да, вы впоследствии это можете поставить на поток. Но изначально это, знаете, как перебиваться небольшими заказами. Может, вы там шьете, что-то мастерите или там готовите. То есть это, знаете, как от случая к случаю. Но, тем не менее, вы будете расширять свои возможности, свой опыт, навыки, знания и, как следствие, больше денег, ресурсов, времени вкладывать в процессы обучения. И они вам потом позволят больше, конечно же, зарабатывать.
Для тех же, кто у нас является соискателем, император. Император – карта стабильности. То есть без работы здесь не будете 100%. Работа будет. У некоторых или в какой-то крупной компании, которая заработала себе уже имя, авторитет, то есть является брендом на рынке в какой-либо нише. Реже карта императора в связке с текущими арканами может действительно указывать на вашу возможность, посыл, потенциал работать на самих себя. Но, как мы видим, в любом случае ситуация идет для вас в положительном ключе. Если вы наемный сотрудник, шестерка мечей, ну вот то, о чем я вам говорила, может быть переезд в связи с работой, вас переводят там в другой регион, открывать новый филиал, или там в какой-то отдел, или по обмену опытом вы можете ехать в другую страну, или вас назначили, отправили в служебную какую-то командировку в длительный период, где-то можете работать. Кто-то для себя может даже, знаете, как решить, если вы эмигрируете, переезжаете, то это трудоустройство на новом месте. Но в данном случае, поскольку здесь двойка жезлов, это альтернативный вариант. Работу вы себя будете искать заранее, то есть готовить себе почву к отъезду, если намереваетесь. Опять же, что такое шестерка мечей? Это вопросы продвижения. То есть для вас это как в неком ключе выйти на новый уровень, на новую ступень. И если мы здесь посмотрим, это ситуация, когда король Пентаклей, мужчина земной стихии, Телец, Дева или Козерог, будет вам оказывать протекцию в вашем продвижении, в достижении возможностей, результата, будет прикладывать усилия для того, чтобы вы получили дополнительное образование, навыки и применяли это на практике. Оценим ситуацию для тех, кто у нас работает на самих себя. Что же здесь? Аркан смерть, кардинальная трансформация и перемены. В чем она конкретно заключается? Но колоды у нас десятка жезлов. То есть взять на себя неподъемный груз, тяжкую ношу. Но видите, это приятная ноша. То есть это для вас как нести сюрприз, подарок, нести радость. То есть это менять или структуру своей работы. Например, кто-то будет открывать дополнительный филиал, отдел, магазин, потому что расширение. И опять же, король монет – это финансировать, вкладываться в это. Параллельно у кого-то может быть новый бизнес, который не сопряжен с текущим. И по жрецу вы также будете получать новые навыки, новый опыт. Шестерка чаш говорит о том, что вы можете сотрудничать с людьми из прошлого, то есть ваши бывшие бизнес-партнеры, может быть, коллеги, с которыми ранее коммуницировали, работали, или будет желание пригласить кого-то из персонала, который работал на вас. Ну, например, кто-то ушел в декрет. Вы понимаете, что хороший квалифицированный работник имеет смысл вернуть обратно вашу команду, да, потому что получаете результат хороший от этих людей. То есть трансформировать свой бизнес изнутри, вывести его, масштабировать на новый уровень. Потому что карта мир – это добиться большего, добиться максимума. И это будет вашей основной задачей. Но так как у меня здесь, как вы видите, полотно стола не позволяет выложить все сферы жизни, поступать будем несколько иначе. Я сейчас буду оставлять те арканы, которые у нас с вами вышли на вопросы работы, бизнеса и учебы. Кстати, по поводу учебы, это может быть учеба дистанционного плана или учеба в зарубежных вузах. Ну, для вас это со знаком плюс, то есть вложения, которые оправдаются. Смотрим теперь финансы. Что будет с финансами в рамках ближайшего года? Что здесь? Аркан Дурак. Мы сейчас его дополним, уточним, потому что, как и любой аркан, у нас является многогранным. Чего стоит вам ожидать? Так. Прекрасно. Объясню, почему прекрасно. Смотрите. С одной стороны, дурак – это могут быть финансовые траты, которые сопряжены с детьми или с внуками. То есть новая статья расходов, да? Но здесь аркан мир. И вот смотрите, у вас руки полны, то есть они у вас не пусты. Видите, вы держите для себя ресурсы, возможности. Так о чем же идет речь? Для вас это новый источник доходов. Это работа, то есть помимо какой-то деятельности, четверка мечей, восьмерка мечей – это будет пассивный источник дохода, который вы создадите сами. Ну, что может быть у нас пассивным источником дохода? Тем более карта мир. То есть вы можете продавать какие-то товары или услуги через интернет, через ваш сайт.
ну, серии. Вы написали какой-то курс или обучение. Но написали это вы его разово, ну, скажем так, продавать, тиражировать, вы можете его энное количество раз. Или во что-то инвестировали, кто-то может заниматься увеличением вашего дохода, какой-то брокер или трейдер, которому вы доверяете. То есть вы здесь не прикладываете никаких усилий, максимум платите за услуги этого человека, а кто-то делает все, чтобы ваши заработки росли. Да, конечно, это, скажем так, рискованные перспективы, здесь нужно быть уверенным в тех людях, с которыми вы взаимодействуете, но в любом случае это новый для вас какой-то способ заработка, работы. И здесь еще единственный момент, что здесь действительно может быть. Здесь может идти ограничение в финансах, вопросы или режимы экономии, но ради каких-то масштабных свершений. Для кого-то переезд в другую страну, эмиграция или приобретение жилья, потому что дурак – это как быть на новом месте. Вот тогда это действительно имеет место быть, но с финансами проблем у вас нет. Я показывала вам дно колоды, карта мир, поэтому деньги здесь приходят, текут рекой, и повторюсь, это заработок, который может быть от иностранных партнеров или клиентов со всего мира, заказчиков со всего мира, то есть или через сайт, но в любом случае, то есть деньги, которые текут к вам рекой. И как мы видим, по данному раскладу речь, конечно же, в первую очередь идет о безнале. Имеет ли смысл в рамках этого периода там брать ипотеки и так далее, во что-то вкладываться? Да, имеет смысл, но если смотреть по картам, это будет не ранее завершения апреля месяца, потому что здесь, ну, вы можете посмотреть сами, загуглить, кому интересно, там будет период наново ретро-Меркурия, ретро-Венера и коридор затмений. То есть пока вся вот эта, знаете, как напряженная ситуация, обстановка пройдет, дождитесь, пожалуйста, окончания апреля и уже, так сказать, с середины мая действуйте, покупайте, вкладывайте, это для вас будет продуктивным. Мы посмотрим с вами сейчас вопросы состояния здоровья. Что у вас по здоровью? Дьявол. Дьявол не есть хорошая карта на состояние здоровья. Ну, как говорится, что имеем, то имеем. Наша задача, так сказать, решить этот вопрос или справиться с этой задачей. Раскрываем арканы, смотрим, что здесь по факту. Рыцарь монет, императрица, королева чаш. Итак, дьявол сама по себе это ситуация зависимости, то есть длительный период быть созависимыми от каких-либо препаратов. С чем они связаны? Рыцарь монет, императрица и королева чаш. В первую очередь ситуация будет актуальна для тех, у кого есть проблемы с репродуктивной функцией. Неважно, мужчина вы или женщина, но если вы, так сказать, стремитесь к вопросам зачатия и деторождения, это может быть там гормональная терапия, прием лекарственных препаратов, который назначит вам врач, ну, как говорится, в долгую. Еще, и если это касается вопросов внешности, опять же, неважно, мужчина вы или женщина, то есть аллопеция, какие-либо высыпания, еще что-то, то есть то, что нужно будет корректировать, ну, как бы не один месяц, то это прием этих препаратов для омоложения, восстановления, то есть внешнего вида. Это могут быть, кстати, какая-то длительная терапия после пластических операций, ну, например, какие-то там микротоки, лазер, ну, то есть что-то, знаете, как шлифовать или убирать недостатки, чтобы привести себя в тонус, в гармонию. Ну, и опять же, только имейте в виду, если здесь решаетесь на пластическую хирургию или на косметологические инъекции, уколы красоты, может, к сожалению, здесь наступить психологическая зависимость, потому что королева чаш – это эмоциональный фон, который вас будет заставлять чаще и чаще, допустим, прибегать или обращаться к этим методикам. Если смотреть же в целом, на что стоит обратить внимание, на психоэмоциональный фон, потому что это также негативным образом может отражаться на вашей внешности, на вашем самочувствии. То есть желательно не пребывать в состоянии стресса, невроза, насколько возможно минимизировать эти риски. И еще, ну здесь опять же, если надо смотреть на рекомендации врача, кто-то может с фармы, то есть с лекарственных препаратов, например, перейти на гомеопатию, или там лечение травами. То есть по-разному может быть. Закрываем вам вопросы здоровья. Оцениваем перспективы по личной жизни. Что же здесь? Так, секунду. Прям
карты просятся. Суд. Аркан кармы. Непростая ситуация. Для кого-то сулит создание семьи, для кого-то восстановление отношений из прошлого, а у кого-то, поскольку это все равно является карта сигнификатором и судебных процессов, может быть ситуация бракоразводного процесса. Ну, давайте смотреть, раскрывать, оценивать, что же непосредственно вас ожидает, к чему стоит готовиться. Так. Ох ты, 3 старших аркана. Обалдеть. Смотрите. Звезда, отшельник и дурак. Это, знаете, надежда умирает последним. В первую очередь информация касается тех, кто отношения давно разорвал или разошелся не на хорошей ноте. Потому что звезда — это надеется, отшельник и дурак — это возобновление отношений с человеком из прошлого. Потому что эмоционально тяготеете. И знаете, как не можете без этого человека жить. Ну, сам факт, смотрите, ну понятно, что здесь старший аркан, но здесь 3 старших. То есть для вас самой значимой сферой жизни в рамках 2025 года будет личная жизнь. Итак, для кого-то восстановление отношений с прошлого, для кого-то отношения с заядлым холостяком или холостячкой, или вдовцом, или вдовой. Потому что здесь звезда, то есть просили у небес, у высших сил послать человека, с которым вы будете счастливы. Отшельник и дурак — человек, который для вас будет как в какой-то степени духовный путеводитель, мудрец, человек, с которым ощущаете единение души. И здесь может быть значительная разница в возрасте. То есть вы можете быть старше, или ваш партнер, партнерша, но тем не менее. Сейчас, конечно же, поскольку вы все разные, для каждого из вас буду раскрывать ситуацию, смотреть, что здесь по факту. Оцениваем перспективы для тех, кто у нас свободен. Что здесь? Что здесь? Ну, слушайте, ну тут просто как пить дать. Я же говорю, личная жизнь для вас прямо будет таки ключевой сферой в рамках этого года. Колесо фортуны. Ну, что я могу сказать? Счастье, шанс, удача. Оказаться в нужное время в нужном месте. Это своего рода как перст судьбы. То есть вам свыше пошлют того человека, с которым вы действительно можете обрести стабильность. Причем по 10 мечей человек, повторюсь, пережил какой-то кризис, разочарование, может быть, потерю близких. Потому что здесь вы вместе с этим человеком, знаете, как будете начинать жизнь с нуля. Обратите на это внимание. Хорошо. Для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках. Что здесь? Туз жезлов. Если посмотреть по этим арканам, может быть ситуация создания отношений, развития союза по причине незапланированной беременности, но я еще хочу уточнить вам аркан, объясню почему. В туз жезлов и 8 чаш может сложиться так, что вы вообще откажетесь от текущих связей и уйдете в новое, потому что будет новый человек, который будет отвечать каким-то вашим жизненным критериям, взглядом на жизнь, вашему психоэмоциональному состоянию. Ну, тут масса факторов. Но в любом случае одни 100% не будете. Туз жезлов — новый смысл жизни, новая идея, новая мотивация, новая энергия. Поэтому это само по себе прекрасно. Так, те, кто у нас состоит в стабильных союзах. Если вы не знаете, что это, то есть это те, кто давно встречаются, давно, это более года, живут вместе или состоят в браке. Что у вас? 9 чаш. Любовь, радость, наслаждение жизнью. Это, знаете, как тонуть и в эмоциональном удовольствии, и физических удовольствиях. Это ситуация, когда вы друг друга делаете счастливыми. Живете, знаете, как на полную катушку. Дышите полной грудью, наслаждаетесь общением друг друга, любите друг друга искренне, не забывайте радовать и баловать. Но здесь, как говорится, можно только за вас порадоваться, потому что сама ситуация и карты действительно прекрасны. Не знаю, будут ли у кого-то такие же арканы, таковые тенденции по личной жизни, но сейчас из того, что я смотрю, у вас пока самый прекрасный расклад именно в плане личных отношений. Но это еще не все. Мы с вами будем смотреть и другие факторы. Непосредственно будем оценивать неожиданность периода. То есть на что здесь нужно обратить внимание. Так, неожиданность периода. Что у вас? Жрица.
Я сейчас ее раскрою, дополню. Не буду сразу, скажем так, быть голословной и перечислять массу вариантов. Посмотрим, как она конкретно отыграется для вас. В каковом ключе. Так. Семерка жезлов, повешенный и двойка мечей. Ох, какие интересные карты. Сейчас буду вам объяснять. Что здесь могу сказать, могу дополнить. Сам по себе аркан жрица – это карта провидения, внутреннего я, интуиции, сверхчувствительности. То есть у некоторых из вас в рамках этого периода будут просыпаться задатки, которые вам даны по роду. Для кого-то ясновидение, у кого-то яснослышание, для кого-то громче будет вещать интуиция, ну то есть экстрасенсорика, эмпатия, может быть даже телепатия, то есть у каждого по-своему. Но здесь это даже не то, что вас будет беспокоить, но активно входить в вашу жизнь. Почему? Потому что здесь общение с тонкими мирами. Двойка мечей – это видеть или слышать, ну, то есть даже не то, чтобы будучи незрячим, а по двойке мечей, то есть видеть и чувствовать и слышать интуитивно. Повешенный – это как грань между двумя мирами, то есть входить в астрал, в измененное состояние. Опять же, семерка жезлов. Для чего? То есть даже если вы будете от этого отпираться, все равно это вас будет преследовать по жизни, пока вы не научитесь с этим работать и применять это на практике. Как это у вас может проявляться? Сама по себе карта жрицы – это не только карта эзотерики, но это карта духовности в том числе. Иными словами, это будет потребность или в изучении в эзотерике, или в желании это практиковать на ежедневной основе, может быть, обучаться чему-либо. Не имеет значения, будь то трансерфинг, рейки, тета-хилинг, таро, или иные магические направления, руны, ленорман, или просто сама по себе магия, оккультизм, смотря что кого интересует. Но вы будете понимать или осознавать, что вам недостает этого в жизни. То есть для вас это какой-то невосполнимый ресурс, который нужен здесь и сейчас. Поэтому для кого-то йога, для кого-то пилатес, у кого-то молитва, общение с духовенством, ретриты, ситуация, когда вы будете пытаться, так сказать, уйти в себя. Кто-то может даже элементарно практиковать такие вещи, знаете, когда вам приносят что-то в коробке или говорят, что здесь находится, да, под закрытым там листом или тканью, и вы должны будете угадать там предмет, или описать какие-то характеристики данного предмета. То есть пробуждать свою интуицию, свое чутье. И это очень сильно вам будет помогать в жизни. Еще сама по себе карта жрица говорит о том, что так могут сложиться обстоятельства или ситуации, вам нужно будет хранить при себе чьи-то тайны. Вы для кого-то можете быть душеприказчиком или человеком, которому изливают душу. И у некоторых из вас это может быть сопряжено с вашей профессией. Для некоторых это может быть ситуация, когда так вам будут относиться близкие люди, искать у вас помощи и поддержки. То есть здесь не относиться с критикой или осуждением. Это, знаете, как принимать их боль без оценки и в какой-то степени быть их утешением. Если это касается собственной практики, допустим, не знаю, магии, оккультизма, магических систем, то, знаете, как помимо, допустим, обучения, работы с наставником, это больше прислушиваться к себе, к своим ощущениям, к тому, как вам идет информация, как вы ее считываете, перепроверять это на практике. Если смотреть жрицу как, допустим, работа на каких-то секретных, закрытых объектах, то здесь мы видим сразу это кардинальным образом менять свою жизнь, подстраиваться под новые ситуации, новые условия, обстановку. Здесь не только, допустим, контракт о неразглашении информации, но семерка жезлов, повешенный, двойка мечей, это, знаете, может быть отказ от какой-то зоны комфорта или какие-то могут быть ограничения в вашей жизни, там, может, не будет хватать времени на личную жизнь, на хобби. То есть у каждого по-разному. То есть в любом случае это ограничения, но ради вашей карьеры, вашей службы и новых достижений. Поэтому может быть именно в таковом ключе. Что ж, посмотрим теперь, что вам приготовит год. В целом, энергия года. Что здесь? Так. Карта влюбленные. Но с одной стороны, конечно же, это карта выбора.
Причем для кого-то выбора профессии, у кого-то хобби, для некоторых партнерства, а у некоторых может быть вопрос быть или не быть. То есть ехать, не ехать, уйти или остаться. То есть выбор весомый и выбор значимый. Вы скажете, этот выбор у нас там чуть ли не каждый день, безусловно. Но основной нишей это все-таки будет являться сфера личной жизни, партнерских отношений. Давайте с вами раскроем, оценим все-таки карту года более глубоко, более детально. Смотрите, здесь 5 чаш, 5 монет и 3 жезлов делают вам акцент и говорят о том, что не закрывайтесь со своей болью, не концентрируйтесь на негативе, на каких-то неудачах. После черной полосы всегда в жизни идет белая. И вам нужен будет человек, с кем вы можете разделить и счастье, и, может быть, какие-то неудачи. То есть ваш единомышленник, ваш человек по духу, партнер, друг, любимый или любимая. То есть то, с кем вы будете единым целым. Иными словами, совет, даже не совет, а знаете, как энергия года, это быть в партнерстве, быть в союзе, быть в кооперации, не отворачиваться от перспектив построения личной жизни и серии, что вы там кто-то скорбит, кто-то, может быть, не может отпустить прошлые отношения. То есть 3 жезлов говорит о том, что дайте себе шанс жить наново, жить лучше, яркой жизнью. Счастливой. Здесь не просто так эти красные маки, этот красный плащ. Это как символ страсти, огня, любви, новых достижений, мотивации. То есть ваша задача – создание партнерских связей. В первую очередь личных или укрепление текущих отношений. Но также это могут быть, знаете, как и дружеские, и социальные. То есть очень много общения, много знакомых, много коммуникаций и взаимодействия с другими людьми. Поэтому это само по себе прекрасно. Ну и еще, почему эта карта выбора? Не корите себя за неудачи. Почему? То есть сделали неверный выбор. Тоже должны понимать, что это опыт. Опыт, который вам в дальнейшем не даст обжечься сильнее. То есть здесь научиться принимать свои ошибки или отвечать за какие-то последствия вашего неверного выбора. Потому что именно это принятие осознания будет в дальнейшем вас вести к правильным решениям. Смотрим с вами совет от карт. Что здесь будет по совету? Так. Башня. Очень интересная, неоднозначная карта, потому что, с одной стороны, она может говорить о том, что разрушить все старое, испепелить, уничтожить, а для некоторых это может быть создание новой структуры. Ну, например, создание бизнеса, там, какой-то ячейки общества, создание... Ну, потому что башня структура всегда говорит о каком-то как группе лиц, единомышленников, организаций. Ну и, конечно же, это вопросы недвижимости. Купля, продажа, ремонт, перепланировка, обустройство. Будем смотреть, что для вас здесь будет в большей степени актуально. Так. Итак, каков здесь совет? Суд, сила и 9 монет. По этим арканам это может быть обращение в суд с целью получения материальной компенсации, каких-либо выплат, ну, то есть того, что вам положено, что позволит вам встать на ноги, обрести какие-то силы, или заручиться финансовой помощью в какой-либо организации, которая может вам оказывать какие-то содействия, там, субсидии, выплаты, гранты и так далее. Но дно колоды у вас 10 чаш. Это в первую очередь как создать зону комфорта для вашей семьи, для вашей пары. Для кого-то восстановить отношения, если они были разрушены, но вы искренне любите человека и намереваетесь вернуться. Потому что суд, опять же, возрождение, сила и 9 монет, это если вы восстанавливаете отношения, то знаете, в каковом ключе? Вы начинаете себя ценить, действовать наново. Если ваш избранник или избранница, которые ранее с вами были, не принимают эти правила игры, то искать того, кто действительно будет вам отвечать взаимностью. Потому что 9 монет – это осознание собственной ценности, собственной значимости. Это любовь к себе. Опять же, партнерство, которое поможет пережить
какие-то сложности в жизни, может быть, потери, разрушения. С нынешней геополитической ситуацией, поверьте, в каждой стране может быть по-разному. Под все страны невозможно сделать прогноз, но тем не менее суд, сила и девятка монет – это думайте о финансовой стабильности, откладывайте себе какую-то финансовую подушку безопасности, чтобы у вас была какая-то поддержка, потому что для вас это будет архи важно. Вот такая основная рекомендация от карт Таро. В любом случае, как мы видим, год очень значимый, очень весомый, но для большинства из вас он несет благоприятные перемены. Это пусть так и будет, я вам искренне этого желаю. Вам счастливого, благостного Нового года, реализации всех ваших желаний, счастья, исполнения и реализации ваших мечт, любви, партнерства, самое главное, чтобы это было взаимно. И, конечно же, финансовой стабильности, благополучия и процветания. Я вас благодарю за то, что вы со мной. Искренне благодарю каждого за вашу помощь и содействие в развитии канала, за ваши лайки, комментарии, донаты. Спасибо, что вы делитесь видео с друзьями. Для меня это очень-очень ценно. Если для вас актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.